Это очень красиво. Как красиво, а? Прекрасное начало шестого дня мотопутешествия по Турции. Хотелось бы здесь задержаться, но надо ехать дальше. Время 11 утра, и мы направляемся на юг Турции. Наша цель – жемчужно-турецкого юго-востока, город Мардин. Но так как до него ехать около 700 километров, а это достаточно много, то выбрали на карте по маршруту следования рандомный город. Искали в пределах 400 километров, выбрали город Бингёль. Почему? Да потому что название красивое и многообещающее. Бингёль, что в переводе с турецкого «Тысяча озер». Хотя, когда смотришь на этот город на карте, так и не скажешь. Озер как-то не видно. Ну да ладно, доедем увидим. А пока что наслаждаемся дорогами севера Турции, в частности регионом Трабзон. Вы только посмотрите, какая красота. Все утопает в зелени. И вообще, мы достаточно много путешествовали по Турции и можем сказать авторитетно, что эта часть Турции самая-самая зеленая. Прям вот, тропическая зелень. Порой не понимаешь, где ты едешь. Не то в Турции, не то на Филиппинах, что ли. Мы для себя уже давно поняли, как многогранна Турция, и эта серия отличное тому доказательство. Просто обратите внимание, как будет меняться ландшафт на протяжении всего нашего сегодняшнего пути. И вот в горах начинается дождь. Я думаю, что мы правильное решение приняли уехать из Карадениз, потому что дождь здесь может идти несколько дней, а часть дорог, по которых мы хотели проехать, они грунтовые, и если их размоют, то, в общем-то, как бы у нас нету шансов. Подъезжаем к туннелю Зигана. Это своеобразная граница между провинциями Трабзон и Гümüşhane. Что ж, прощай приятный влажный климат с умеренной температурой, и через 14 километров здравствуй высокая температура и сухой горячий ветер. Немного о туннеле. Протяженность 14,5 километров, что делает его первым в Турции и третьим в мире по протяженности, конечно. Ну и о полезности этого сооружения не приходится говорить, ибо в зимнее время дорога через перевал до открытия этого туннеля чаще была закрыта. Но в 2023 году открыли туннель, и можешь ездить круглый год, не опасаясь ничего. 8 или 9 вот таких ярких участков тоннеля, я уже сбился их считать, если честно говоря, чтобы не заснуть от монотонности. Ну реально, вроде 14 километров, а такое ощущение, что вечность едешь по этому туннелю. Возвращаясь к погоде, когда въезжали в туннель, было 23 градуса. Спустя 14,5 километров 37. Хочу обратно в Трабзон. Что тут еще скажешь? Ландшафт меняется на глазах. Только что было буйство зелени, тропические влажные джунгли, а теперь бескрайняя дорога и почти лысые, покрытые выжженной солнцем травой холмы. Тоже красиво, но уже совершенно по-другому. У нас впереди сегодня несколько высокогорных перевалов, но, конечно, камера вообще и близко не передает набор высоты, хотя, как минимум, это чувствуется в
то, что стало свежее, прохладнее. Неплохо, неплохо. И просто посмотрите на эту красоту. Заехали на самую вершину холма. Здесь вот такая вот смотровая площадка. Турецкий флаг. Стелла, какой-то памятник. И вот насколько глаз хватает, вот такая вот красота. Обалдеть. Мы проехали половину нашего путешествия, 3000 километров. Вау. Круто. Вы только посмотрите. И в зависимости от освещения эти холмы меняют свой цвет. Обалденно красиво. Но надо ехать. К сожалению, надо ехать. И въехали мы в провинцию Эрзурум. Высота здесь 2400 метров. Куда ж наш Google-то завел? Это какая-то деревня высокогорная. Такой сейчас это кратковременный ливень с таким градом был. Фу, вон зато 23 градуса сразу стало, прекрасно. Ну ладно, поехали за стол. То прям реально по рукам такие градины. Я прям думаю, фига себе. Мы в заставке Windows. Ну, Google завел. Офигеть. Проезжаешь мимо деревень, там местные на тебя смотрят, офигевают. Ты вообще как сюда, родной, попал? Первый турист за последние 20 лет. Почти 50 километров вот по таким дорогам через вот такие деревушечки. Мы вам обещали настоящую Турцию? Вот она. Вот, ребята, здесь живут люди. И коровы, судя по запаху. Нет, запах навоза здесь куда ехать? Направо. Направо? Я думаю, что да. Ну ты да, посмотри я посмотрю. навигатор, что думать-то? Так, стоп. Налево? Туда. Да. Вот, а говоришь направо. Да. Ой, смотри, лошадка. А главное, асфальт очень крутой. Вот прям прям в богом забытом месте асфальтик. У меня вообще такое ощущение, что я не в Турции, а вообще, был в Турции, попал, я вообще не понимаю, куда. Но это безумно красиво. Сегодняшняя дорога, она радует. 23 градуса на улице. Не Даже жарко. холодно, если честно, ветер прям ледяной. Да, 3 часа дня, вот самое-самое пекло, по сути, которое мы пытались всегда где-то отсидеться там на заправочке, водички попить. А сегодня просто кайф. И безлюдно. Вот на такую дорогу нас Google решил вывести, но мы, пожалуй, не поедем.
Там есть еще один указатель. Сейчас попробуем сделать что-то. Но если честно, 50 километров возвращаться, это, конечно, будет очень неприятно. Ну, никак я не рассчитывал на этом байке ездить по таким дорогам. Ну, ничего, интересный опыт. Ну, Google, ну, красавчик. Хотя что, дорога укатанная, видимо... И после дождя, наверное, тоже плюс. В смысле, я так смотрю, по ней дождя-то особо и не было. Ну, мне так кажется. Так, через 100 метров она выезжает на какую-то другую дорогу. Сейчас эти две дороги соединяются, видимо. Вон та грунтовка и эта грунтовка. И нам направо. Ага. Вот сюда. Ух, 19 километров. 19! 19 километров. Там Д-950. Еще 15 километров. О, счастье какое! Главное, чтобы она резко вниз не пошла. Ты это, не ерзай пока, Мне нога пожалуйста. соскочила. А то и так его и боком, и раком несет на этом щебне. Вот она начинает... А, вот потихонечку она вниз идет. Угу. Это хорошо, что потихонечку. Очередной сюрприз от Google Maps. Снова убеждаемся, что Google Maps не стоит всегда принимать за абсолютную истину. Вот он нам показывает дорогу, а по факту это вовсе не асфальт, а разбитая грунтовка, местами с камнями и колеями, достаточно глубокими причем. Для нашей Honda Forza это настоящее испытание. Все-таки не эндуро и не кроссовый байк, а туристический скутер. С акцентом на комфорт. На шоссе. У него клиренс невысокий, подвеска жестче. Колеса не рассчитаны на бездорожье, да и вес приличный. На такой дороге каждая яма или камень ощущается гораздо сильнее. И рискуешь легко повредить обвес или пробить колесо. Так что навигатор навигатором, но реальность всегда вносит свои коррективы. Здесь главное внимательность и трезвая оценка того, куда можно ехать, а где лучше поискать объезд. О, 10 километров. Обалдеть! Google Maps, ты... Ну что, куда? Посмотри, ехать-то. Куда? Вперед! Ты уверена? Google говорит да. Ну, если Google говорит, значит, поехали. Как из Черноморской области выехали, этого Трабзоновского ила, тут какие-то безумно широкие, вот не считая вот этих 50 километров по узкой дороге, что мы проехали, и 10 гравийки, в остальном здесь вот такие вот широченные трассы везде. 1,5 машины просто. Они реально пустые, ты едешь и вот хорошо навстречу сейчас вот 4 машины. В нашу сторону вот никого. А еще плюс вон всякие шатры стоят. Походу это люди живут. Потому что уж больно. И вот там еще одни. Просто мы сейчас мимо проезжали, там прям такая у них домашняя обстановочка. Я чувствую, что в Бенгёле мы останавливаться не будем. Мы проезжаем дальше. А так выглядит, конечно, идеалистически. Зеленые поля, пасущиеся барашки. Подъезжая к Бенгёлю, проехали несколько очень странных населенных пунктов. Сначала кажется, что это просто стоянка машин, но, приглядевшись, понимаешь, это не временная парковка, а целая жизнь, перенесенная сюда. Ряды грузовичков и прицепов, что-то вроде газелей, стоят вплотную друг к другу. Между ними натянуты тенты, под которыми прячутся от солнца.
Также имеются бельевые веревки, соответственно, с бельем рядом качели для детей. Пасется стадо барашков. Атмосфера больше похожа на маленький поселок, чем на дорогу. Мы не знаем точно, кто эти люди. Возможно, это беженцы или переселенцы, потерявшие свои дома и вынуждены строить быт прямо здесь, на обочине. Возможно, это сезонные рабочие, кочующие целыми семьями в поисках работы и пастбищ. В любом случае видно, что жизнь здесь устроена не на день и не на два. Все говорит о том, что они живут прямо в своих машинах. С одной стороны, интересно заглянуть в такую повседневность, увидеть, как люди находят выход из самых сложных обстоятельств, создают уют и привычный ритм даже в условиях, которые со стороны кажутся временными. Но есть и другая сторона. Мы не уверены, насколько безопасно оставаться здесь надолго и оставлять без присмотра нашу технику. А самое интересное, температура 37 градусов, 6 вечера. Как же было хорошо в Трабзоне, боже мой, как я люблю Черноморское побережье Турции. Согласна с тобой. Мусор на дорогах, грязно, глазу зацепиться не за что. И никаких озер. Короче, едем дальше, едем в Диярбакыр. В итоге мы доехали до города Бингölь, но решили ехать далее по ряду причин. Ну, во-первых, городишко весьма невзрачный, в отличие от своего названия. А во-вторых, на букинге всего 7 отелей, и все с оценками как будто бы минус 100, уж больно ужасные отзывы у всех. И да, несмотря на название «1000 озер», с озерами тут как-то туговато. Правда, имеется большое количество термальных источников. Но, по правде говоря, то плюс 37 эти источники весьма сомнительное удовольствие. Так что, несмотря на усталость, решили проехать еще 140 километров до главного города курдов Диярбакыр. Впереди у нас еще 140 километров и запланированные приключения. В Диярбакыр мы въедем уже, очевидно, затемно, и нам нужно будет найти отель. Кстати говоря, во многих отелях в Диярбакыре отзывы плюс-минус такие же. Поэтому мы приняли решение не бронировать ничего заранее, а походим уже ножками и посмотрим на месте. Надеюсь, нам повезет. Да, и забегая вперед, хочу сказать, что за все наше пребывание в этот раз в Турции самые дорогие отели были именно в Курдистане. И вот только что ехали по широченной дороге. Которая резко перешла вот в это. Ну, чувствуется очередной перевал на сегодняшний день, уже 5-й, наверное. Дорога вверх опять идет. Так, дамы и господа, мы приехали до конечной точки 6-го дня путешествия. По дороге мы все-таки решили не останавливаться в городе Бингölь. Бингölь, да? Бингölь. Ибо какая-то там была беда с отелями. В общем-то, даже когда турки оставляют отзывы единицы, да, это прям какой-то нонсенс. И отзывы там такие, да, этот отель был еще грязный до постройки, то есть вот в таком плане. И это фактически у каждого, которых там очень немного. А мы, тем не менее, преодолели 600 километров сегодня и въехали и поселились в главном городе курдов, город Диярбакыр. На этом, наверное, все. Завтра, кстати, мы будем немного ездить. Завтра у нас в общей сложности километров 300 будет. Нам нужно будет 100 километров до Мардина, там чуть-чуть погулять. Поселились мы в прекрасном отеле. Вот так вот тут все выглядит. Все новое, кленовое, дубовое. Здесь так. А где душевая-то? Душевая тоже есть, отлично. Прекрасный вид из окна. Дверь открою и покажу, что там. Ой, я закрыл. Вот такой здесь отель. Там ресепшн.
А здесь такая общая зона, внутренний дворик. Прикольненько. Хочу от себя добавить, что, видимо, во всем Курдистане проблемы с отелями. Отели реально дороже, чем все, что мы видели до этого. И найти нормальный отель — целый квест, потому что ты начинаешь открывать букинг и читаешь отзывы, и получается так, что, в общем-то, в отелях то не убираются, то там вообще все плохо, все ужасно и так далее, а цену ломят дороже, чем в Стамбуле. Ну вот мы сейчас нашли с 5-й попытки отель, заселились, и вроде как нам даже повезло. Сейчас мы будем отдыхать, потому что мы очень сильно устали, мы поехали уже затемно. Надо отдохнуть, и завтра будет новый день, поэтому обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно пишите нам комментарии, нам очень интересно, что вы вообще обо всем об этом думаете. Все, обнимаем вас, пока-пока!